Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, с вами в этом видео поговорим о том, как правильно отвечать на вопрос, как правильно говорить для вашей жизни были всегда деньги, изобилие и достаток. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому мы рекомендуем вам просмотреть это видео от начала до конца и постарайтесь сделать выводы. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, приветствую деньги в свою жизнь с открытым сердцем и благодарностью. Истинно, да будет так. И эти слова быстрее дойдут до Вселенной и помогут вам в жизни. Друзья, хотим сейчас поблагодарить тех, кто нам отправляет донаты. Друзья, очень приятно, мы вас за это благодарим. Ну а мы, друзья, с вами начинаем. Итак, каждое слово, которое мы с вами произносим на протяжении каждого дня своей жизни, это не просто буквы, звуки. Каждая из них несет свою энергетику и помогает человеку притягивать в его жизнь как положительные, так и отрицательные энергии, а вместе с ними и соответствующие события. Поэтому очень важно научиться следить за всеми теми словами, которые вы произносите вслух, чтобы потом не жалеть о событиях, которые начнут наполнять вашу жизнь. С помощью слова можно помочь человеку и заставить его жить дальше, даже в ситуации, когда будет казаться, что весь мир от него отвернулся, что он остался наедине со своими проблемами сам, что положительные энергии к нему не поступают. С помощью слова возможно и нарушить обыденный уровень жизни человека, отобрать у него все то, что имеет для него самое большое значение в жизни, лишить его энергии, а порой и жизненных сил. Также с помощью слова можно постоять за себя и не позволить недоброжелателям, завистливым людям отобрать то, что они могут считать по какой-то ведомой только им причине своим. Каждое слово, которое произносит человек с помощью голоса, тембра и того, какое значение и эмоции в него вкладывает, имеет свою особенную силу. Даже если вы с вашим близким человеком будете одновременно говорить одни и те же слова, например, какому-то вашему знакомому, то вы заметите, что через время они по-разному на него повлияют. Во многих обрядах, если вы прислушаетесь, большинство слов говорятся неразборчиво, но только важное слово выговаривается с особой скрупулезностью, вкладывается в него особый смысл, указывающий на то, что нужно притянуть в жизнь того, кто этот обряд проговаривает, или в жизнь того, кто этих слов касается. И вы знаете, это делается неспроста. Наши предки знали, как использовать силу слова себе во благо и уделяли, поверьте, этому большое значение, чтобы сделать свою жизнь лучше, прекраснее, разнообразнее и окружать себя только светлыми энергиями, которые будут благоприятно влиять на жизнь в целом. Есть сильные слова, которые способны активизировать нефонетическое биополе, в большей степени концентрируясь на том месте, где оно повреждено. Главное говорить все четко, внятно, размеренно. Так, например, если счастье ушло из вашей жизни, то больше акцентируйте внимание в магических словах на слове «счастье». Если у вас в отношениях начались любовные проблемы, угасают чувства, стоит больше внимания концентрировать на слове «любовь», «люблю», «любят», «любит». Если у вас имеются денежные проблемы, значит, акцентируйте на таких словах, как богатство, благополучие, изобилие, достаток и деньги. Все это быстро поможет вам привлечь в свою жизнь желаемое и активизировать то, что не работало на вас. Важно выработать и манеру речи, говорить уверенно, порой плавно. Это будет не только располагать собеседника к вам, показывая ему, что на вас можно положиться. Он будет ценить вас, но и такой манерой разговора вы сможете притягивать в свою жизнь различные сильные энергии, которые нужны вам на определенном жизненном этапе. Если же вы будете говорить неуверенно, сомневаться в словах,
то и люди в вашем окружении будут сомневаться в вас, а энергии не будут поступать в нужный момент в нужном количестве, так как вы будете излучать посыл неуверенности, а вы знаете, что в свою жизнь мы притягиваем все то, что мы излучаем. Поэтому в таком случае не стоит надеяться на то, что жизнь будет интересной и разнообразной. Если вы сегодня будете говорить одно, а завтра другое, слова будут использованы в разных контекстах. Вы будете пытаться навязывать себя, командовать окружающими. Это приведет к тому, что люди будут стараться держаться от вас подальше, а вы перекроете и вовсе доступ энергиям в свою жизнь, из-за чего вокруг вас получится энергетический застой, который не только не даст вам ничего нового, но вы даже потеряете все то, что уже успели ранее притянуть. Поэтому, если вы решили, что готовы к тому, чтобы начать следить за тем, какие слова вы произносите, обращайте внимание на все то, что собираетесь сказать. Вам нужно подумать первым делом о том, что вы хотите изменить, что получить и от чего вы хотите избавиться. Только затем проанализировать манеру своей речи и слова, которые вы говорите в большинстве случаев, и когда выберете путь, не сворачивайте с него, даже если будут появляться трудности. Да, это очень, возможно, непростой труд. Изменить манеру разговора, употреблять только нужные слова, это займет немалый промежуток времени, но тот, кто сможет это сделать, уж точно не пожалеет, его жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Перед ним откроется все то, что ранее было скрыто, и то, что подарит радостные эмоции и чувства. Научитесь никогда не говорить частичку «не». Например, не проговаривайте «меня, как всегда, преследуют неудачи». Если даже у вас такой жизненный этап, вы должны проговаривать это выражение, но абсолютно другими словами. Например, сейчас период менее удачный. Делая так, вы быстрее пройдете через него, а в конце добавьте «и удача придет в мою жизнь». То быстрее притянете эту нужную энергию в свою жизнь, и удача наполнит ее в том количестве, которое вам просто необходимо. Не нужно говорить и слова «нет». Если вы будете проговаривать «у меня нет денег», «в моей жизни нет любви», так и будете жить безденежной жизнью, в которой не будет места для красивых любовных чувств. А вот если вы будете говорить «у меня временные финансовые трудности», это поможет вам с ними быстро справиться, так как в таком случае вы уже обозначаете, что они временные и что скоро обязательно закончатся. То же самое касается и любви. Если вы сейчас не имеете вторую половинку, и вам задают глупый вопрос, где же ваша любовь, или когда же она появится в твоей жизни, вы с уверенностью должны говорить следующие слова: «Любовь на пути ко мне». Или «я ее уже ожидаю». Это приведет к тому, что вы и опомниться не успеете, но в вашей жизни действительно произойдет судьбоносная встреча, и вы встретите прекрасного человека, с которым сможете построить любящие отношения, которые обязательно закончатся браком, ведь вы сами их призвали, вы сами им дали место, вы создали вибрации, которые на энергетическом уровне их к вам притянули. Поэтому радуйтесь и продолжайте дальше в том же духе, получайте то, что вы желаете. Никогда не употребляйте матерные слова, так как это слова с разрушительным негативом. Они несут в себе темноту и способны нарушать не только гармонию вокруг человека, но и разрушать его энергетическое поле. Люди, которые часто употребляют такие слова, в результате притягивают в свою жизнь темную сущность, которая крепко переплетается с их энергетическим полем, и в их жизни начинается череда сильных проблем, которые они принимают, не понимая, что происходит, и, продолжая употреблять матерные слова, еще и приумножают все это. Из-за этого человек теряет жизненную силу, начинает пить, употреблять наркотики, разрушать этим свою жизнь и себя в целом, так как его жизнью управляет уже темная сущность, которую он сам призвал. Такие люди практически никогда не возвращаются из-за энергетической черты невозврата, проживают несчастную, неполноценную жизнь, и только у единиц хватает сил и мужества это изменить и пересмотреть не только уровень своей жизни, но и манеру разговора. Не стоит ругаться, когда вы проговариваете гневные слова, которые несут в себе негатив. Вы таким действием вредите не только тому человеку, к которому они относятся, но и самому себе, ведь негатив, который они несут, распространяется с большой силой.
Поэтому научитесь отвечать человеку спокойно, не излучая в этот момент агрессию. Например, вас затронула какая-то женщина в общественном транспорте. Вы хотели ей нагрубить. В этот момент отпустите данный гнев, она так ничего и не поймет, а вы только можете усугубить данную ситуацию и излучать ненужной энергии. Улыбайтесь ей, пожелайте хорошего дня и скажите, что вместо того, чтобы излучать желчь и злость, ей стоило бы заняться своей внешностью, так как злые люди быстро теряют красоту. Вы увидите, как ваши слова на нее повлияют. Она сначала опешит, правда, так как не будут такого ожидать, так как ей нужна была ваша негативная энергия. Она ее не получила, потом она может еще немного покричать, и до конца пути она будет ощущать изнеможенность, так как сама своим же негативом и будет окружена, а он ее будет разрушать, отбирая тем самым жизненные силы. Такие люди часто болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют проблемы с сердцем, так как злость разрушает их изнутри, перекрывая энергетические каналы. Если у вас на работе есть сотрудница, которая постоянно портит вам настроение, вы из-за этого расстраиваетесь, и она нарушает энергетические потоки, возьмите инициативу в свои руки, придя на работу, увидев ее, просто проговорите такие слова: «Что-то ты сегодня не очень выглядишь», или «Тебе нужно что-то срочно сделать со своими волосами». Возьми, например, смени прическу. В этот момент в кармане скрутите дулю и идите по своим делам. Да, она долго будет смотреть вам вслед. На энергетическом уровне с помощью слов вы смогли установить между вами барьер, и она не будет вас больше трогать. Она найдет, правда, себе кого-то послабее, а вы не причините себе вред с помощью негативных эмоций. Улавливаете, да? Если человек умеет грамотно говорить, умеет выражать правильно свои мысли с помощью слов, он сможет строить прекрасную жизнь и будет постоянно находиться под сильной энергетической защитой слов. Это доступно всем, но только мудрые люди принимают эти значения и используют их себе во благо. Остальные же продолжают употреблять слова, которые им вредят и разрушают все то, чего они добиваются. Немаловажным является и ваше умение отвечать на определенные вопросы. Например, каждый из нас часто в свой адрес слышит такой вопрос: «Как у тебя дела? Как у тебя жизнь?» И мы что делаем? Мы спешим ответить: «Нормально», «Плохо», «Хорошо», «Не очень» и так далее. Есть люди, которые на такой вопрос стараются рассказать все то, что происходит в жизни в этот момент. Одни похвастаться, другие пожалеться, но такого делать не стоит, так как если вы будете хвастаться, то, попав на недоброжелательного и нечистосердечного человека, он, излучаемой завистью, в этот момент перекроет потоки светлых энергий, которые помогают вам в том, что вы получаете то, чем сейчас хвастаетесь. В другом же случае, когда вы будете жалеться, вы притянете такими словами в свою жизнь негатив, который усугубит все то, что есть плохого в вашей жизни на данном этапе. Большие проблемы и неприятности придут обязательно в вашу жизнь. Также не стоит забывать и о том, что никто из людей не любит собеседников, которые стараются все свои проблемы повесить на кого-то другого, так как никакой человек не хочет принимать в свою жизнь негатив, излучаемым кем-то другим. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет складываться ваша жизнь и общение с окружающими людьми. Поэтому на вопрос «Как дела?», если все хорошо, отвечайте уклончиво. Например, «Дела радуют», «Жизнь у всех прекрасна», «Люблю все то, что есть в моей жизни». Так, вы притянете в свою жизнь хорошие и нужные энергии и приумножите все то, что в ней уже есть. А тот, кому вы будете отвечать на вопрос, не сможет уже вам навредить. Если же ваши дела идут не очень, отвечайте, например, так: «Решаю свои жизненные вопросы», или «Жду помощи Вселенной», или «Все движется, а дальше будет только лучше». Так вы программируете словами себя и отправляете правильный посыл, и, что немаловажно, указываете Вселенной на то, что вам требуется ее помощь, так как на данном этапе есть неприятности, с которыми вы справиться самостоятельно не сможете. Такое простое действие поможет вам быстро избавиться от такого рода проблем, и у вас все будет хорошо, что тревожило и оставит вас и больше вам не навредит. Если у вас что-то не ладится, даже наедине с самим собой, не концентрируйте на этом внимание и не проговаривайте такие слова, которые могут все только усугубить. Вы должны, наоборот, в такие моменты говорить то, что притянет больше сильных энергий. Ну, например,
Я счастлива, я успешна, я богата, я живу в любви, в изобилии, богатстве. И все это обязательно будет приходить к вам и будет радовать. Кроме того, еще хотим поделиться одним маленьким секретом, что можно говорить, какие слова, когда вам задают вопрос, как дела, что делать, чтобы в вашей жизни денежная энергия приумножалась. Например, вам задают вопрос, как дела, а вы скажите, нахожусь сейчас в изобилии или приумножаю деньги в своей жизни. И не надо людям объяснять, как вы это делаете, что вы делаете, не стоит. Или как у тебя дела? Я открыта потоком изобилия. И вы должны понимать то, что человек, который вам задал вопрос, он не понял, что вы ему ответили, и, соответственно, вы его уже сбили. И даже если он попытается у вас забрать энергию, он не может, потому что он не понимает, о чем вы только что сказали. Вот такая, казалось бы, хитрость. А с другой стороны, вы декларируете во Вселенную о том, что вы открыты для изобилия, для достатка, для благополучия, для тех всех мыслимых и немыслимых благ, которые есть в этом материальном мире. Поэтому попробуйте это, вы увидите, как ваша жизнь в какой-то момент начнет кардинально меняться. Но помните о том, что все слова, которые мы говорим, они должны идти только от чистого сердца, с любовью и с миром в сердце. И тогда в вашей жизни будут приходить и возможности, люди, все то, что вам нужно. Помните, что то, что мы говорим, то, что мы транслируем, мы то и получаем. Возможно, когда вы скажете один раз, вы ничего не увидите изменений. Но если вы будете делать изо дня в день, вы увидите, на какие могут кардинальные изменения происходить в вашей жизни. Так что пробуйте, и вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, полное имя. Приветствую деньги в свою жизнь с открытым сердцем и благодарностью. Истинно да будет так. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.